Всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Вот этот малыш не спит, когда все остальные у меня уже кошачьи спят. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я наконец-то его начала вести регулярно. Рассказываю про парфюмы. Уже есть несколько постов про новинки. И еще буду рассказывать что-то про свою жизнь в Испании. Про интеграцию, адаптацию, эмиграцию. Ну, может быть, что-то про обычаи Испании. У меня вышло классное видео на канале, но мне кажется, что я выложила его не в то время, и оно так как-то прошло незаметно, но видео прям крутое. Я попросила чат GPT задать мне вопросы откровенные, провокационные, мне как парфманьяку, немножечко еще вопросов как парф-блогеру. Ответила откровенно, в общем, такой разговор по душам с искусственным интеллектом. Видео получилось очень интересное. Так, пока не забыла еще, все время забываю, не забудьте и вы про мой промокод на рандеву. Вот здесь вот его напишу, если будете что-то заказывать. Но не рекомендую заказывать вслепую, хотя мы сейчас как раз об этом и поговорим, как это делать удачно, если уж приперло, да, такое желание к стенке, чтобы это сделать как-то максимально без риска, получить удовольствие от покупки. Поделюсь своими правилами, выработанными за года. Вот, поэтому не забывайте, там, кстати, есть сэмплы, есть от Леванты. У меня большая часть вслепую заказанных — это travel-версии или от Левантов, ну или, естественно, сэмплов. Все-таки я рекомендую вам идти именно вот этим путем, проверенным. Но если хочется рискнуть, давайте хотя бы определимся с правилами. И пишите в комментариях ваши правила. Может быть, кому-то это поможет. 5 правил, по которым я покупаю ароматы вслепую. Я, конечно, стараюсь это не делать, никому не советую. Лучше сначала сэмпл от Левант, travel-версию купить. Но если это случается, то лучше выработать правила. Первое правило, естественно, смотрим пирамиду. Нет ли там каких-то стоп-нот, да, которые прям сильно не заходят. Для меня это ут или дым какой-то. Вы знаете, такая есть нота дымная. Ладан. Я уже с опаской отношусь. Второе. Отзывы. На фрагрантике я смотрю блогеров на ютубе и не пренебрегаю негативными отзывами. На ютубе чем хорошо, да, смотреть блогеров, подписывайтесь на нас. Хорошо, что ты знаешь предпочтения этого человека. Ты можешь уже, да, не тратить много времени на изучение его канала. Частенько это кто-то тебе знакомый, и ты уже понимаешь, что у вас с ним схожи вкусы или нет. Потом я смотрю автора. Это важно. Вот здесь вот прям честно мне помогает не промахнуться. Если этот автор создал какие-то мои парфюмерные кошмары, либо ароматы, которые я не покупала, мне не интересны, скорее всего, аромат мне не зайдет. Скорее всего, я не буду брать этот аромат. А если там мои любимчики, да, даже если ароматы неоднозначные и вообще очень такие странные, провокационные, но этот автор мне нравится, и у меня есть какие-то такие странненькие ароматы от него, то я покупаю. Даже что-то прям неоднозначное. Как вот, допустим, вот этот вот МА от Blood Concept от Антуана Ли. Так, с автором разобрались. Дальше я обязательно смотрю, с чем сравнивают этот аромат, чтобы понимать хотя бы направление, а еще, ну вот нравятся, да, мне те ароматы, с которыми сравнивают, или нет. Или, знаете, иногда какой-нибудь нишевый аромат, не дешевый, а его сравнивают с какими-нибудь там бюджетами, либо каким-нибудь самый такой простой люкс, незамысловатый. Я не буду тратить тогда деньги на этот аромат. Ну, буду искать где-то от Левант все-таки пробник или просто как-нибудь переживу. И последнее — это цена. Я определяю, какую цену я готова, так сказать, поставить, да, сделать ставку, чтобы с одной стороны не сильно расстроиться, а с другой стороны, чтобы все-таки я этот аромат могла либо потом подарить кому-то, либо, ну, не передарить, в смысле, на день рождения, ну, там, не знаю, что этот аромат кому-то еще может быть ценным, да, то есть совсем какое-то что-то бюджетное, ну, даже мне как-то неудобно потом это прям кому-то передаривать, да, у меня в основном подруги, те, кто пользуется чем-то таким более дорогим, поэтому
Обычно вот эти вот бюджеты очень дешевые зависают в коллекции, не знаешь, куда их деть. Продавать их — это больше будет геморроя, чем ты получишь в итоге денег за них, потому что, ну, по-любому ты продаешь дисконтом, а не за то, за что купил. А дарить тоже как-то не камильфо. Поэтому они вот висят, стоят. И вот из последних моих удачных покупок — это пурпурный остров от Ликита Мажинари. Это пряный аромат, он зеленый, он свежий, цитрусовый, бергамот здесь есть, но в то же время здесь есть такая мягкая фруктовая сладость инжира, есть немножечко древесных нот, тут есть амброксан, то есть это молекулярный аромат, но вот для меня это как аромат вторая кожа. Тут есть сливки, кстати, в базе, но я их почему-то не чувствую. Может, в холод их почувствую, пока не знаю. Я его носила в плюс 24 и в дождь, и в плюс 30 и в жару. Мне понравилось больше в дождь. Мне кажется, что для жары не очень. В жару вот амброксан прям очень сильно звучал. В общем, это очень классный аромат. Опять же, никому не рекомендую вслепую, но мне он понравился. И у него создательница та же самая, что и Ам де Кё, который мне очень понравился, очень сильно. Они даже вот правда по почерку похожи. Но Ам де Кё, он более фруктовый, более сладкий, но тоже пряный. Этот он помягче. Вот этот правда такой аромат на каждый день. И обычно на мне цитрусовые ароматы прям звучат, выносят мне мозг, особенно еще зеленые. Это прям вообще для меня может стать парфюмерным кошмаром. Но вот здесь это так сбалансировано фруктовой сладостью, амброксаном, что аромат на мне не звучит очень громко только цитрусами. Он не уходит лично на мне в одеколон. Он прям на грани проходит. Это прям уникальный для меня аромат. Так, давайте пойдем дальше. Сначала начну вот с того, что в этом году, да, я заказала вслепую. Это Jimmy Choo или Seed. Это аромат, похожий на Cinema от Yves Saint Laurent. И это правда есть. Я потестила в Duty Free Cinema. Правда, пересечений много. Единственное, что в Cinema он какой-то более такой ретровый, и там есть цветы. Там прям такая белоцветочная сердцевина аромата. А здесь цветов практически не чувствуется. Это скорее цитрус, грейпфрут, но он сладкий. Ваниль точно есть. Он уже снят с производства, его можно найти в интернете. Я его заказывала на Wildberries. Так, еще тоже раз про Wildberries начала. Это RTP Шотланд Ван. Это классика. Ее сравнивают с Шанель номер 5, но с Шанель пересечение только в том, что это такой альдегидный старт, потом аромат смягчается и становится таким ванильным, но здесь есть гальбанум, по-моему, тут прям я очень хорошо чувствую зеленую ноту. Но это классика, и тут я просто хотела, чтобы этот аромат был у меня в коллекции, и рада, что мне еще он так зашел. Так, последние мои приобретения, тоже одни из последних, это Blood Concept. Вот этот вот B, это просто в самую сердцевину. Это аромат скорее на жару. Это такая черешня кисленькая с гранатом. Вот такое вот необычное сочетание. Немножечко есть как будто металлической ноты, древесность. Тут есть перец. Он чувствуется на самом старте. И для меня это скорее аромат на жару. Он очень смягчается, он становится таким округлым в жару. Не знаю пока, как он будет звучать в холод. И он однозначно унисекс. Мне понравился. Это редкие довольно ноты, редкая нота, гранат. Но в сочетании с такой черешней очень необычно звучит. Вот это вот. Плюс MA, тоже от Blood Concept. Мне тоже зашел, но аромат прям сильно неоднозначный. Никому бы не рекомендовала. Это была прямо лотерея, потому что я знала только создателя Антуан Ли и не знала ничего. Я нигде не могла найти его пирамиду, потому что, видимо, ее нет. В тайне скрывается. Это необычно. Для меня это аромат
сиропа фруктово-ягодного. Потом здесь есть такая интересная нота, мне напоминает вообще, как делали газировку. Вот брали сифон, брали вот этот вот какую-то капсулу, как она называлась, я не помню, чтобы газировать напиток. И вот там такой металлический привкус, и вот это вот все вместе. Это очень необычно. И то, что мне это понравилось, это прям, ну, это просто удивительно. Покажу еще неудачную из этого же, да, из трех. Вот этот был неудачной покупкой. Ничего неприятного вроде в самом запахе нет. Это что-то мои личные какие-то ассоциации. Но у этого аромата я не знала ни создателя, я не знала ни пирамиду. Отзывы были прям на него больше позитивные. Вот на этот вот аромат больше было негативных отзывов. А на этот больше позитивных отзывов было. Но мне он прям, ну, мой парфюмерный кошмар. У меня их на самом деле прям вот кошмаров всего два. Это Эпик от Амуаш женский и вот этот аромат. Прям кошмаров у меня больше нет. Ну, просто не нравится аромат и все. Ну, не цепляет, не зашел. Ну, вот так вот, чтобы прям что-то во мне такое отвращение вызывало, у меня таких вот два. Так, удачная очень покупка Кватро Пиццы. Изучила все отзывы, авторство, на что похож. И вот прям по всем показателям аромат не должен был зайти, и он зашел. Причем он, ну, такой необычный. Он начинает раскрываться какими-то новыми гранями. Сейчас я тут больше чувствую какое-то кокосовое сладкое масло, туберозу, естественно, и зеленый аспект. Не помню, что отличает за зеленый аспект. Ну, я прям вообще, вот прям таю от этого аромата, и чем дальше, тем почему-то больше. Он вот мне прям с первого вот этого вот пшика не настолько понравился. Видите эту лапу? Видите этого спайдермена? Так, продолжим. Продолжим. Тоже, кстати, это я заказывала на рандеву 30 миллилитров. Там стоит недорого. И вот это я заказала на рандеву, прямо сразу 100, но я была и почти на 100% уверена, что мне аромат зайдет. Я искала аромат кокосового масла, но не сладкого, а вот того, который для тела. Прям очень мне надо было с древесным оттенком, и чтобы вот как-то он сохранялся, да, он мне какое-то ощущение ухоженности, чистоты придает. И нашла это The Beach от Zarka Parfum. Боже, ну это такой аромат классный. У него есть вот такая фруктовая, немножечко кокосовая свежесть, тонкая вот эта сладость кокосового масла и древесность. И, естественно, тут есть, не помню, амброксан, Иса и Супер, молекулы, в общем. Это потрясающий аромат, он очень дорого звучит, очень ухоженности такой придает. Блин, ну как может аромат ухожен? Ну вот это вот ощущение ухоженности, да, своей, как будто ты только что вышла из душа, вот такая прям только что из, я не знаю, из спа вышла. Очень крутой аромат. Моя Ульяшка тоже его полюбила, я ей от Левант привозила. Тоже хочет заказать себе. Так, что еще? Сейчас пойдут уже покупочки, которые я делала. Их не так много, на самом деле, которые я делала раньше. Давайте как-то все равно в хронологии. Это Mon Parfum Gold от Микалёв. Это был мой подарок себе на день рождения в прошлом году. Это слива, это дымность, но вот ее не сильно. Почему я его не побоялась покупать? Дымность вообще для меня это стоп-слово. Я обычно стараюсь не брать ароматы из какой-нибудь... На мне просто эта дымность будет звучать громче всего. Я буду как погорелец все время ходить. Поэтому я стараюсь не покупать такие ароматы. Неприятные ассоциации, согласитесь. Но здесь ее вот столько, сколько должно быть. И не все люди писали, что она есть. Не все об этом писали. Поэтому я понимала, что, скорее всего, это умеренная нота, умеренное звучание. Так вот, дымность, слива, какие-то здесь сухофрукты. Есть вообще ощущение восточного базара. Еще есть шоколадная нота. Аромат густой, аромат насыщенный. В нем есть и гурманские ноты, но к базе он становится каким-то уже больше косметическим, уходовым.
Вот это тоже для меня всегда плюс, когда про аромат так говорят. Так, Rose Fire от Hermetic. Так, он, по-моему, сейчас хочет цветок уронить, друзья. Надо что-то сделать, спасти цветок. Росик, малыш, ну зачем ты? Вот зачем? Вот все уже коты спят. Мы остановились на Rose Fire. Здесь вообще всего было 3 ноты. Здесь была роза, давана и, по-моему, фиалка. Вообще все ноты, которые я люблю. Мне нравится этот бренд. Я знала его базу, его историю. Я не помню создателя аромата, но, наверное, я его тоже смотрела. В общем, это была удачная покупка. Это такое малиновое, говорю, это клубничное варенье с лепестками роз. Вот так я его чувствую, этот аромат. Это уже давний мой любимчик, но я его, представляете, тоже заказывала вслепую. Это филосикоз от Диптих. Это инжир, это свежий инжир с зеленью и древесная база. Чуть-чуть есть сладости. Опять же, сладость здесь скорее такая какая-то кокосовая, фруктовая, ненавязчивая. И они не похожи, эти два аромата, но у них похожие ноты были. И тут опять же, да, практически, ну не то что без риска, но я понимала, что риск минимальный. Единственное, что этот аромат вот, ну совсем не пряный, а пурпурный остров, он пряный. Так, дальше Герлен. Это Мон Герлен, версия в туалетной воде. Но мне в принципе нравится Мон Герлен, вся серия. Единственное, что он отличается. Он не похож ни на парфюмерную, ни на версию Intense. Он такой более свежий, такой даже где-то игристый, как будто бы есть в нем пузырьки. Такой... Боже мой, что делает Макс? Он залезает на батарею. Какая его... он хочет открыть дверь на кухню. Вот такой вот у него план. Ой. Так, следующий аромат, давайте уж если Герлен, это Шалимар Суфль. Не было вообще возможности его потестить. Мне хотелось иметь в коллекции Шалимар. Классический я тогда не очень понимала. И поэтому заказала Суфль. Опять же, читала отзывы, что он очень далек от флагмана. Это правда так. Это ваниль. Это такое ванильное, скорее, суфле с такой апельсиновой прослойкой. Очень нежный, воздушный аромат. Ваниль узнается здесь герленовская. Но, говорю, с фланкером, говорю, с флагманом они довольно далеки. Давай посидим немножечко. У меня осталось всего ничего. Давай, ну, совсем чуть-чуть, малышек мой. Да? А потом я тебя на кухню запущу, посмотрим, что ты там, Денис, у нас делает. Давайте следующий аромат. У нас это Juliette Hessegan Gentlewoman. Я искала ноту миндаля, апельсиновый цвет, и поэтому заказала этот аромат вслепую. Сначала, кстати, мне он не понравился именно своим стартом, потому что, ну, как называется, gentle, да, от джентльмен. Так вот он и стартует, как будто бы какое-то пенно-бритвенное что-то или aftershave. Ну, то есть вот такое прям мужское одеколонистое. Но, слава богу, этот аромат, он потом трансформируется, и он такой красивый, мягкий, белоцветочный, с амброксановой базой. Сладкий, не сладкий, сладковатый немножечко. Тут есть какая-то сладкая нота, поэтому вполне себе ношу его. Так, опять флёр де оранж и много-много ванили, сладости, есть какая-то кремовость немножечко в аромате. Это Роберто Кавалли, но это довольно бюджетный аромат. Он почему-то настоялся и стал еще лучше. Он мне сначала понравился, но мешала какая-то нота, похожая на иланг. Я не знаю, что там. А теперь вот даже она ушла. Когда я уже думала его кому-нибудь отдать, она вдруг ушла. Очень хороший тоже аромат и бюджетный. И с ним, я помню, в одной посылке ко мне пришел Reminiscence Les Notes Gourmandes. Это французское название, я его 100% прочитала неправильно. Я его прочитала, как бы это прочиталось на испанском. Ну, простите меня,
французоязычные можете исправить, правда, тут я не обижусь. Это классный аромат, он больше про какой-то уходовый крем. Здесь есть миндаль, здесь есть молочность. Миндаль такой вкусненький, он придает аромату немножечко такой сладости, именно миндальной, как будто миндальная пудра. Тут пудра есть еще, кстати. Ваниль. Какая-то молочность в аромате, хотя, по-моему, там никакой ноты молока не заявлено, но она вот присутствует. Классный аромат, мне нравится. Он простой такой, на каждый день, ненавязчивый, даже бы сказала, универсальный. Но лучше, конечно, он звучит в холодное время года. Это фланкер. Это Нарцисса Родригес Фохё Forever. Я очень хотела, чтобы этот аромат у меня был в коллекции. Он выпущен к 20-летию аромата Фохё в туалетной воде. У меня есть туалетная вода, она мне нравится, но здесь добавлена нота франджипани. И я ее чувствую. Этот аромат похож на Фохё, на классический. Мне писали, что никаких пересечений. Нет, но они правда есть. Узнается, узнается мускус фирменный родригесовский, узнается вот эти вот белые цветы из Фохё. Да, тут добавлен франджипани, поэтому аромат более сладкий. Он скорее более сладкий. Мне сначала казалось, что он недолго держится. Нет, он долго держится, он шлейфит, он не уступает самому Фохё. Единственное, что в нем как будто бы он не такой тяжелый, как будто он более диффузный, этот аромат. Вот что в нем есть. И все, друзья, мне кажется, я все рассказала, да, про все ароматы. Вот такая вот получилась у меня подборочка. Не так уж и много, согласитесь, за 3-4 года такого активного увлечения парфюмерией и покупок. Не так много у меня их сделано вслепую. И я стараюсь все-таки вслепую покупать от Леванты пробники или тревел-версии фирменные. Ну, тревел-версии фирменные, это, конечно, мое любимое. Спасибо, что вы были со мной, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. Это очень важно для его продвижения. Про мой промокод не забывайте. И всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.